Всем привет из Тосканы, из города Прато. Я приехала на продуктовый рынок. Посмотрим, что здесь продается. Хочу купить необычные овощи и во второй части видео приготовить их. Суета. Мне кажется, что делать покупки – это одно из самых любимых занятий итальянцев на рынке. Самой большой популярностью пользуются чимо ди раппе. Но она, видите, уже начинает цвести. Когда желтые цветочки начинаются, это она уже переспевшая. И такой яркий аромат горчицы стоит. И большие артишоки, 30 штук, 5 евро стоят. Вот такие артишоки, это немного другой сорт. И дальше это фаве. Относится к бобовым. Круглые цукини. Цукини с цветочками. Сезон спаржи начался. Очень много покупают именно овощей. Все это салаты. Баклажаны евро 79 килограмм. Также и перец. Чимо ди раппе я уже готовила. Есть в моем видео итальянские овощи. Ой, лук 1 евро килограмм. Апельсины евро 50 килограмм. Киви 3 евро килограмм. Груши 1,5. Это брокколи уже поделены на соцветия. 2 евро килограмм. Яблоки 1 евро, разные сорта. 2 евро за килограмм стоят такие цукини с цветочками. Евро 50 лук такой. Это фасоль, ее прям так и едят, отваренную. Перца сейчас много разного. Этот стенд продает сырые колбасы. Мне нравится вот этот продукт. Он состоит из свинины. Нарезается тоже тоненько очень. Здесь начинаются уже, судя по аромату, слышно сыры. Каперсы 14 евро за килограмм. $13 евро килограмм. Вот такая соленая рыба бакала. Анчоусы 2,90 100 грамм. Орехи, писташки, миндаль, лесной орех, жареный миндаль. Это каштаны. 5 евро 200 грамм. Различные сорта оливок, черные, такие большие, зеленые. Мне нравятся маленькие, вот такие ароматные. Это все специи. Это известный лук из региона Калабрия. А здесь сухофрукты. Сливы, даттери, забыла наше название.
инжир. Вяленые помидоры. Паста. Большой выбор овечьего сыра. Senti questo qui, stagionato, era così? Sentilo un po' o il sardo quello là? Assaggia, fatelo assaggiare tutte. 12 euro. На овечий сыр цена зависит от выдержки, от производителя. Metà lo vuoi tagliato in due? Этот овечий сыр с черным перцем. 24 евро за килограмм. Это козий сыр. Здесь мягкие сыры. Questo è quello di 48. Это prosciutto crudo 12,90 за килограмм. Этот стенд с продуктами из Сицилии и Калабрии. В этих регионах вкусные сыры, оливки. Специалитет региона Тоскана, 6 евро, одна салями острая. И она так достаточно слишком острая. Все это prosciutto crudo. Салями 10 евро за килограмм. Салями Тоскана. На рынке можно попробовать сыры и колбасы. Капраро – это козий сыр, 28 евро килограмм. Рынок достаточно здесь большой, находится недалеко от Флоренции, город Прато. На рынке они общаются, здесь можно покушать, выпить вино. В Италии проблема с мелким тоненьким луком. Попробую вот его мелко нарезать на окрошку. Ну, окрошка, как вы знаете, это страшный сон итальянцев. Они даже не представляют, что это сочетание продуктов можно есть. Это бьетола, листовая свекла. Корневую свеклу здесь не любят. Она не везде продается, особая, свежая. Можно найти вареную. А вот такую листовую любят, ее просто отваривают как гарнир и едят. Артишоки, сезон артишоков уже заканчивается. Взяла 10 артишоков за 3 евро. Это цикорий, буду первый раз его пробовать. Я читала, что он хорош для работы печени, почек, выводит токсины. И это называется радикьо россо, салатный такой овощ, у него мягкий качан. Тоже попробую с ним сделать салат. В супермаркете купила еще вот два таких артишока. Это римский сорт, называется карчофо романо. Вы посмотрите на эти роскошные цветы, шапки. Мне их даже тяжело держать в руках, какие ноги у них толстые. Это специальный такой, мне кажется, лучший сорт артишоков. Они мясистые, очень вкусные. Тоже покажу, как их готовить. Стоит два таких артишока 2,70. Внутри цикория есть вот такой клад, называется пунтареллы. Я с ними хочу сделать салат, а остальные листья цикория я предварительно отварю и затем с острым перцем, с помидорами, с чесноком поджарю на сковородке на оливковом масле. Очищаю, чтобы достать пунтареллы. Такая получилась сердцевинка. Теперь я каждую отделяю
Небольшие листики тоже удаляю. Это цикорий молодой, он весь нежный, но если цикорий постареет, то вот эта часть, она будет твердая, ее отрезать. Если цикорий старый, то здесь будет такая сильная дырка, здесь вот практически ничего нету. Но я все равно обрезаю эти части. Если в цикории вот эта часть жесткая, ее тоже удалять. Но у меня, мне кажется, не нужно этого делать, потому что верхняя часть, она мягкая. Вот, то есть до такого состояния нужно его очистить. Тонко нарезанные пунтареллы я кладу в холодную воду, немного соли, лимона и в холодильник на 1 час. И приступаю к листовой части цикория. Цикорий я хорошо промыла, порезала на части, в слегка подсоленную воду, буду отваривать 15 минут. Здесь у меня еще фавы, вот, варятся, буду с ними делать пасту сегодня. На сковородку я добавляю оливковое масло, чеснок, красный острый перец и помидоры. И добавляю хорошо отжатый цикорий. На этом этапе немного солю, потому что уже была соль в воде, в которой варился цикорий. Вот такой получился полноценный гарнир, сочетается хорошо с любым мясом и рыбой. Цикорий имеет приятную легкую горечь. С пунтареллы я буду делать брускеты, поджариваю с оливковым маслом хлеб. Мелко измельчаю оливки и каперсы. К оливкам и каперсам добавляю чеснок, цедру лимона, оливковое масло и буду теперь перемешивать пунтареллы и эту заправку, такую ароматнейшую. Такой получилась закуска. Я первый раз попробовала и мне понравилось. Пунтареллы не имеют такой горечи, как листья цикория. Буду готовить еще. Вот так выглядят мои обожаемые карди. Я видела, как они растут, прикреплю вам видео и буду сейчас готовить. Карди – это растение с крупными стеблями и яркими цветами. Это зимний овощ, похожий по форме на сельдерей, родственник репейника, расторопши и дикого чертополоха. Принадлежит к семейству артишоков. Разрезаю стебель на такие части и каждую зачищаю. Затем отвариваю в подсоленной воде до того момента, пока карди не станут хорошо мягкими. Для кляра понадобится 2 яйца, тертый овечий сыр, можно пармезан, мука и соль. Добавляем в кляр немного воды и добиваемся вот такой консистенции. И на хорошо разогретой сковородке жарим карди в кляре. Обжариваем с 2 сторон. Когда карди приобретут такой красивый золотой цвет, значит они уже готовы. У карди явно выраженный горький вкус. Мне нравится, я уже привыкла. Это дело привычки. Итальянцы обожают горькое и в сезон готовят часто. В нем содержится витамин В6, витамин С, в большом количестве содержит марганец, медь, калий, магний и натрий. Самый распространенный рецепт для бьетолы – это просто отварная. Вот смотрите, какая она сегодня получилась, такая свежая, у нее такие плотные листья. И она отваривается и затем с оливковым маслом употребляется как гарнир. Перед варкой на 30 минут я кладу бьетолу в воду с 1 чайной ложкой соды, для того, чтобы, если есть какие-то жучки, здесь все хорошо почистилось и жучки вышли. Один раз я покупала карди, и там была улитка, и я ее отнесла в сад под кустик. Ну, бьетола, вот на взгляд, чистая, ничего такого в ней нету. Отрезаю ножки, хорошо мою и в подсоленную воду в кастрюлю.
В зависимости от того, растение молодое или нет, но варить приблизительно после закипания 15 минут. Бьетала – прекрасный продукт для пищеварения, но главное не переборщить с ней аккуратно. Сверху добавила оливковое масло и полезный гарнир готов. Артишоки лучше чистить в перчатках, потому что темнеют руки. Ну, я не люблю перчатки, чищу без них. Отрываем листья. Вот эти первый слой, они несъедобные. Вот до такого состояния, когда он уже плотный, бутон такой мягкий, более листики такие уже нежные. В зависимости от рецепта есть ножки оставляют, но я для своего рецепта буду ножку отрезать. Ножки не выбрасывайте, они тоже съедобные, их нужно чистить. Теперь отрезаем артишок и вот аж так. Это все тоже несъедобное. И теперь режем на 4 части. Есть множество рецептов артишока. Я люблю именно вот такой. Он мне нравится больше всего. И здесь у артишока есть такая барбетта, несъедобный пушок. Его нужно извлекать. Все, теперь артишок чистый. И теперь кладем воду с лимоном для того, чтобы артишок не потемнел. Очищенную ножку тоже кладу в воду. Вот столько получается несъедобного от артишока, но несмотря на это, все, что остается, этого достаточно, и он очень вкусный. В соленой воде варю артишоки 30 минут, пробую, они должны стать мягкими. И сейчас я буду делать кляр. Нам понадобится мука, сыр тертый, грана падано или пармезан подойдет, яйцо и газированная вода. Вот такая консистенция кляра должна получиться. Жарю артишоки на сковородке до золотистого цвета. Конечно, это затратный процесс. Для того, чтобы они получились вкусно, нужно терпение. Но артишоки и карди – это мои любимые итальянские овощи, несмотря на то, что процесс приготовления достаточно длительный и затратный по времени. Артишоки готовы. У меня спрашивали, на что похож вкус артишока. Я их определила, как немного отдаленно напоминает вкус молодого грецкого ореха. Но все же, мне кажется, у них свой уникальный и ни на что не похожий вкус. Знатоки артишоков, напишите, пожалуйста, на ваш взгляд, на что напоминает, на что похож их вкус. Римские артишоки я хочу приготовить по другому рецепту, по-римскому. Артишок я очистила вот до таких нежных листиков. Готова у меня уже вода с лимоном. Затем я отрезала большую половину артишока, зачистила внутри от несъедобного пушка, зачистила ножку также. Добавляю в кастрюлю оливковое масло, чеснок, сухую петрушку, хорошо солю внутри артишока и накрываю влажным пергаментом для того, чтобы они готовились на пару. Смотрите, какой он получился мягкий, как масло. Сейчас попробую. Очень-очень вкусный, мягкий, нежный. Ножка обычно имеет чуть другой вкус. Потрясающе, очень вкусно. Купила еще вот такой крупный фенхель. Покажу, как его готовить. Тоже тяжелый, полкилограмма где-то один.
Если есть жесткие листья, я их удаляю и нарезаю на кусочки. Какие вам нравятся? Можно на крупные, можно на поменьше. Я буду делать рецепт кисло-сладкий. Нам понадобится изюм, коричневый сахар, соль, бальзамический уксус или яблочный. Кладу фенхель в подсоленную воду и варю 10 минут, затем пробую. На 1 килограмм фенхеля 1 столовая ложка коричневого сахара и 30 мл яблочного уксуса. Прошло 10 минут, я попробовала и еще твердый подожду 2 минуты. Достаю фенхель на дуршлаг и даю возможность течь в воде. У меня есть отдельное видео на канале салат с фенхелем и апельсином. Вкусно получается, с кедровыми орешками эти ингредиенты сочетаются прекрасно в салате, он быстрый и вкусный. У фенхеля такой специфический аромат, как будто бы медицинский. Ну, я уже привыкла, тоже его часто здесь ем, и итальянцы любят, часто покупают и готовят его. На оливковом масле обжариваю фенхель и добавляю немного соли, так как уже соль была в воде. Добавляю изюм, сверху посыпаю коричневым сахаром и добавляю яблочный уксус. И жду, пока уксус выпарится. После этого я выключаю газ, накрываю крышкой и оставляю минут на 10. Фенхель по такому рецепту вкусен как теплый, так и холодный. Так как радикьо россо имеет горьковатый вкус, я замочила его в воде с уксусом и лимоном, чтобы этот горький вкус ушел. И буду готовить с ним салат. Помидоры, каперсы. Буду добавлять вот такие чиполлинки, очень вкусные, они в уксусе, как орешки. Оливки черные и этот известный сладкий красный лук тропеа. Этот овощ радикьо россо апалла, еще он называется цикорий качаный, пока на первом месте по горечи, очень горький. Листья у него плотные, хрустящие, можно его дополнять другими салатными листьями, айсбергом, рукколой или другими овощами. Вот какую испекла сегодня фокаччу, это лигурийская, и она вышла вкуснее, чем я пробовала в Лигурии самой. Сейчас покажу, как они едят ее со свежей мортаделлой. И если интересно, я покажу, как готовить, но здесь секрет в специальной муке итальянской. Вот если мука вот такая есть у вас, то она получится вкусной. Со многими я пробовала, и такой вкусной она не получалась. Вот какой получается внутри, мягкая, воздушная. Вот такую я купила свеженарезанную мортаделлу, стоит 10 евро 1 килограмм. Она с фисташками и вот так тоненько-тоненько нарезается такими вот кусочками. И вот просто так сверху на фокаччу кладется мортаделла, и это их любимый перекус, даже обед. Обожают они вот так вот обедать. Есть рецепт фокаччи более высокий, толстый, и тогда она разрезается на две части и между кладется мортаделла. Мне нравится фокачча более тонкая. Вкусная она и без ничего, вот просто вот так свежая, горячая. У меня есть такие книги, 50 простых рецептов. Это антипасти, закуски. Капрезе, брускетты, коцци. Конечно же, первые блюда, прими пьяти, это у них паста, лазанья, ризотто. Вот какое красивое с цветочком цукини и с морепродуктом. Желтое ризотто. Равиоли, лазанья.
сколько всего можно готовить. А в конце путанеска я делала такой рецепт. А здесь сзади есть вот для таких заметок. Можно что-то писать здесь. Вот такие книги. Что-то я уже по ним готовила, что-то нет. Мне нравится готовить по книгам. Я люблю книги, поэтому для меня это удовольствие смотреть рецепты в книгах. Друзья, благодарю вас за просмотр этого видео. Надеюсь, оно вам было интересно и полезно. Мне будет интересно узнать, как вы готовите эти овощи. Иду читать ваши комментарии. И до встречи в следующем видео из Италии.